Представь, ты открываешь глаза, и первое, что ударяет тебе в легкие — воздух гуще обычного, почти сладкий, будто ты дышишь через влажную ткань. Дыхание дается легче, чем когда-либо в жизни, и через несколько секунд голова слегка кружится, будто от легкого опьянения. Это не сон. Это атмосфера Земли примерно 300 миллионов лет назад, в эпоху, которую геологи назовут каменноугольным периодом или карбоном. И первое, что ты услышишь, еще не открыв глаза до конца — звук. Не пение птиц, потому что птиц еще не существует, не рык зверя, потому что зверей тоже пока нет на планете. Ты услышишь сухой, частый треск, словно кто-то ломает десятки веток одновременно где-то совсем рядом. Это звук крыльев. Огромных крыльев, рассекающих воздух в считанных метрах от твоей головы. Открыв глаза, ты поймешь, почему дышать так легко. Кислорода в атмосфере сейчас не 21%, как в твоем времени, а около 35%. Это не просто немного больше, это другой мир. Каждая клетка живого существа здесь получает топливо почти в 1,5 раза больше обычного, и природа, как оказалось, не упускает такой шанс. Прямо над тобой, на высоте вытянутой руки, зависает существо размером с современную чайку, только это не птица, это стрекоза. Меганевропсис – насекомое с размахом крыльев почти в 70 сантиметров. Самая крупная летающая стрекоза за всю историю Земли, какую только знает наука. Ее сложные глаза занимают почти всю голову, и кажется, что она смотрит на тебя одновременно отовсюду. Возникает закономерный вопрос: почему здесь все такое огромное? Почему насекомые карбона – это непривычные нам букашки, а существа размером с собаку? Ответ кроется именно в том воздухе, которым ты только что подышал. Но чтобы понять его до конца, нужно сначала разобраться, как устроено тело насекомого. У насекомых нет легких в привычном смысле. Они дышат через систему крошечных трубочек, трахей, которые пронизывают все тело и доставляют кислород напрямую к тканям, без посредничества крови. Это очень эффективная система, но у нее есть жесткое ограничение. Чем крупнее тело, тем труднее кислороду продавиться сквозь эти трубочки до самых дальних клеток. Именно поэтому в твоем привычном мире с 21% кислорода насекомые не вырастают больше нескольких сантиметров. Дальше система дыхания просто перестает справляться. Но здесь, в карбоне, кислорода почти в 1,5 раза больше. Трахеи могут доставлять достаточно воздуха даже к самым отдаленным участкам куда более крупного тела. Природа словно сняла потолок, который держал насекомых маленькими на протяжении всей их истории. И они не упустили момента. На планете появились существа, которые в твоем времени показались бы кадром из фильма ужасов. Откуда взялся весь этот избыточный кислород? Здесь начинается еще одна история, без которой невозможно понять этот мир. Оглянись вокруг, и ты увидишь не лес в привычном понимании, а нечто гораздо более странное. Деревья высотой с 15-этажный дом, но это не дубы и не сосны. Это гигантские плауновидные растения, лепидодендроны, чьи стволы покрыты ромбовидным узором, похожим на рептилийную кожу. Рядом с ними тянутся вверх хвощи толщиной со взрослого человека и древовидные папоротники, раскинувшие свои листья на высоте 3-4 этажей. Эти растения растут с невероятной скоростью, поглощая углекислый газ и выделяя кислород в количествах, которых Земля не знала ни до, ни после. Но есть и другая причина накопления кислорода, не менее важная. В этот период еще не существует организмов, способных эффективно разлагать древесину. Грибы, которые умеют расщеплять лигнин, вещество, делающее древесные стволы прочными, либо еще не появились в нужном количестве, либо еще не научились этому в полной мере. Это одна из ведущих научных гипотез, объясняющих карбоновый период, хотя среди ученых есть споры о том, насколько именно это влияло на накопление углерода. Некоторые исследователи указывают и на климатические и геологические факторы. Что это значит на практике? Деревья умирают и не гниют. Они просто падают и копятся слоями, год за годом, век за веком. 300 миллионов лет спустя люди в твоем времени будут добывать эти спрессованные стволы из-под земли и сжигать их в топках электростанций. Слово «карбон» в названии этого периода не случайность. Это эпоха, подарившая человечеству большую часть угля, на котором строилась промышленная революция.
Но вернемся к настоящему моменту, потому что меганевропсис над твоей головой – это только начало списка существ, с которыми тебе предстоит познакомиться. И не все из них так же безобидны для человека, как стрекоза. Но не успеваешь ты додумать эту мысль, как боковым зрением замечаешь движение у самых ног. Земля под ногами влажная, пружинистая. Это толстый слой гниющей растительности, торфяник в процессе формирования. И в этом торфянике, в тени гигантских хвощей, что-то шевелится. Существо длиной около 2 метров медленно выползает из укрытия. Тело покрыто блестящими сегментированными пластинами, десятки пар ног синхронно двигают его вперед. Это артроплевра, крупнейшая известная науке многоножка, когда-либо ходившая по земле. Она вдвое длиннее взрослого человека и при первом взгляде кажется существом из кошмара. Но вот неожиданный поворот. Судя по ископаемым остаткам ее пищеварительной системы и характерным следам кормления, артроплевра, по всей видимости, была в основном растительноядной, питалась гниющими растениями, спорами и, возможно, мелкими беспозвоночными. Гигантский монстр, способный одним своим видом заставить тебя замереть, скорее всего, не представлял для тебя прямой угрозы в виде нападения. Но не спеши расслабляться. Карбон — это период парадоксов, где самые опасные существа редко выглядят так, как ты ожидаешь. Звук плеска заставляет тебя обернуться к воде. Здесь, на границе суши и болота, лежит еще одна загадка этой эпохи. В прозрачной воде среди корней хвощей движется тень. Длинная, гибкая, с явно различимыми лапами. Существо похоже на огромную саламандру, но в нем есть что-то от крокодила. Это один из ранних представителей четвероногих, потомков рыб, которые относительно недавно по геологическим меркам начали осваивать сушу. Чтобы понять, насколько это значимый момент, нужно вспомнить, всего на несколько десятков миллионов лет раньше у позвоночных животных вообще не было ног. Были плавники. Переход от плавника к конечности, способной выдержать вес тела на суше, один из самых драматичных поворотов в истории жизни на Земле. И ты стоишь в эпицентре этого перехода, наблюдая существ, которые еще наполовину рыбы, а наполовину уже завоеватели суши. Эти ранние амфибии и протоамниоты, некоторые размером с современного аллигатора, являются хищниками. И вот здесь кроется реальная опасность для тебя. Их челюсти усеяны острыми зубами, предназначенными для удержания скользкой добычи, а сила укуса достаточно, чтобы причинить серьезный вред человеку. И у тебя почти не будет времени среагировать. Судя по строению тела этих животных, они, вероятнее всего, охотились из засады, коротким стремительным броском. Тем же способом, каким сегодня атакуют крокодилы. Только сделать этот рывок их предки научились на десятки миллионов лет раньше любого крокодила на планете. Если ты решишь зайти в воду карбонового болота, ты рискуешь стать неожиданной закуской для существа, чей род люди будут изучать по окаменелостям спустя сотни миллионов лет. И опасность подстерегает не только в самой воде, но и на ее границе. Болотистая почва, по которой ты идешь, обманчива. Толстый ковер из мха и гниющих растений может скрывать под собой яму с водой глубиной в несколько метров. Один неосторожный шаг, и ты провалишься в трясину, которая позже, через десятки тысяч лет уплотнения, станет одним из тех самых угольных пластов, что добывают шахтеры далекого будущего. Ирония в том, что само тело человека, оказавшегося в подобной ловушке, теоретически могло бы законсервироваться в торфе на миллионы лет, но вряд ли это тебя сейчас утешит. Есть и еще один обитатель этого леса, встречи с которым стоит избегать особенно тщательно. В трещине гнилого ствола неподалеку шевелится силуэт, знакомый тебе по детским кошмарам, только увеличенный в несколько раз. Это проарахнид, родственник современных скорпионов, длиной около 70 сантиметров. Его клешни массивны, хвост с жалом приподнят и готов к броску. Палеонтологи находят в карбоновых отложениях остатки гигантских скорпионов, чьи размеры намного превышают все, что встречается на планете сегодня. И причина та же самая – избыток кислорода, позволяющий членистоногим преодолевать привычные ограничения роста. Опасен ли яд такого скорпиона для человека? На этот счет у ученых нет однозначного ответа, ведь напрямую протестировать его невозможно, слишком много времени прошло. Но судя по строению ядовитого аппарата и его сходству с современными родственниками, укус существа подобного размера, скорее всего, вызвал бы как минимум сильнейшую боль и обширный отек.
а возможно и более серьезные последствия. Лучше считать, что лучший способ изучить карбонового скорпиона издалека, желательно через объектив, а не вблизи. Но угроза исходит не только от земли и воды. Подними голову, и ты увидишь, что небо здесь занято не менее плотно. Помимо гигантских стрекоз, в воздухе мелькают силуэты других летающих насекомых, древних родственников тараканов и палочников, чьи крылья переливаются на солнце радужным блеском. Энтомологи насчитывают в карбоновых отложениях десятки видов крылатых насекомых, многие из которых превышают современные аналоги в несколько раз по размеру. И вот тут возникает следующий вопрос, который наверняка уже зреет у тебя в голове. Если кислорода было так много, а насекомые выросли до невероятных размеров, почему тогда современные насекомые остались маленькими? Ведь кислород никуда не делся полностью. Ответ. Это не только постепенное снижение уровня кислорода после карбона, причина которого остается предметом научной дискуссии, от изменения климата до эволюции грибов, наконец-то научившихся разлагать древесину. Есть и причина более прямая. На сцену начинают выходить хищники нового типа – летающие позвоночные и крупные хищные насекомоядные, конкуренция с которыми сделала огромные размеры насекомых не преимуществом, а уязвимостью. Большое неповоротливое тело было прекрасным решением, пока в небе не было хищников крупнее. Но эволюция, как известно, не терпит долгого затишья, а сама планета Карбона тем временем готовит опасность совсем другого рода. Не из плоти и зубов, а из воды и льда. Влажность здесь колоссальная. Экваториальные регионы, где формируются эти леса, покрыты непроходимыми болотами на огромных пространствах. Уровень моря то поднимается, то опускается из-за циклов оледенения в южном полушарии, где в это время формируются ледниковые щиты, сравнимые по масштабу с антарктическими. Да, как ни странно это звучит на фоне тропической духоты вокруг тебя, на южном полюсе планеты в этот период идет активное накопление льда. Это еще один парадокс карбона. Одновременно с пышными тропическими лесами, в которых ты сейчас стоишь, на другом конце планеты простираются ледяные пустоши. Земля карбона — это мир контрастов, где климатические зоны выражены настолько резко, что кажется, будто ты наблюдаешь не одну планету, а несколько разных миров, втиснутых в одну временную эпоху. Этот контраст не статичен, он живет и пульсирует. Каждый раз, когда южные ледники нарастают, уровень мирового океана падает, и болото, в котором ты сейчас стоишь, может на тысячи лет превратиться в сухую равнину. А когда лед тает, вода возвращается, затапливая леса и хороня их под новыми слоями ила. Ученые называют такие циклы циклотемами, повторяющимися чередованиями слоев морских и наземных отложений, которые геологи находят по всему миру и которые, по сути, представляют собой застывшую во времени летопись этого климатического дыхания планеты. Один такой цикл может занимать 100 тысяч лет. Для тебя, стоящего здесь и сейчас, незаметное мгновение, но для самой планеты целая глава в ее биографии. Существует и более грозная скрытая опасность, невидимая глазу. Высокий уровень кислорода в атмосфере означает, что любой источник возгорания способен вызвать пожар невероятной силы и скорости распространения. Ученые находят в карбоновых отложениях многочисленные следы древесного угля, свидетельство масштабных лесных пожаров той эпохи. При концентрации кислорода в 35% даже сырая, насквозь мокрая древесина способна вспыхнуть и гореть так, как немыслимо при современном составе атмосферы. Обычные правила «мокрая не горит» здесь попросту не действуют. Если в этом лесу начнется пожар, у тебя будет крайне мало шансов от него убежать. Пламя в таком насыщенном кислородом воздухе распространяется в несколько раз быстрее, чем в твоем времени, и догонит тебя быстрее, чем ты успеешь добежать до воды. И все же, несмотря на все эти опасности, гигантских хищных амфибий, потенциальные пожары, удушающую влажность болот, самым странным открытием для тебя, скорее всего, станет вовсе не угроза, а тишина в другом смысле этого слова. Тишина, которую ты не сразу заметишь, но которая на самом деле кричит громче любого рева. Здесь нет птичьего пения, нет жужжания пчел. Пчелы появятся на Земле спустя десятки миллионов лет, вместе с цветковыми растениями, которых тоже пока не существует. Все растения вокруг тебя размножаются спорами, а не семенами и цветами.
Это совершенно другой подход к продолжению жизни, и от него зависит весь визуальный облик этого мира. Никаких ярких цветков, никаких плодов, никакого аромата нектара в воздухе. Только зелень, влага и гигантизм. И что особенно важно, на этой планете пока нет ни одного динозавра. Ни одного. Динозавры появятся почти на 150 миллионов лет позже, в Триасовом периоде, который наступит уже после следующей геологической эпохи – Перми. Если ты ожидал встретить тираннозавра среди гигантских папоротников, придется пересмотреть свои ожидания. Ты находишься в эпохе, которая предшествует динозаврам настолько же, насколько твоя собственная эпоха отстоит от первых динозавров. Зато здесь правят бал совершенно иные существа – синапсиды, дальние предки млекопитающих, и первые настоящие рептилии, только начинающие отделяться от земноводных предков благодаря важнейшему эволюционному изобретению – амниотическому яйцу. Это яйцо с собственной защитной оболочкой и внутренней жидкой средой позволяет животным окончательно порвать связь с водой при размножении. Именно в карбоне закладывается фундамент для всей будущей наземной жизни – рептилий, птиц и, в конечном счете, млекопитающих, включая тебя самого. Стоя посреди этого леса, ты, по сути, находишься у истоков собственной родословной. Где-то среди мелких ящероподобных существ, снующих в подлеске между гигантскими стволами лепидодендронов, скрывается линия, которая через десятки и сотни миллионов лет приведет к появлению первых млекопитающих, а затем, спустя огромный промежуток времени, и к появлению человека. Но прежде чем уноситься мыслями в столь далекое будущее, стоит остановиться и оценить масштаб того, что происходит прямо здесь и сейчас. Гигантизм насекомых карбона – это не просто курьезный факт для викторин. Это прямое следствие химии атмосферы, фундаментальной связи между составом воздуха и пределами возможного для биологии. Этот период наглядно демонстрирует, жизнь не статична в своих формах. Она постоянно подстраивается под условия среды, иногда создавая существ, которые кажутся нам пришельцами с другой планеты, хотя они были полноправными жителями нашей собственной. Возвращаясь к меганевропсису, парящему над тобой с самого начала этого путешествия, теперь, зная все, что ты узнал, посмотри на него иначе. Это не монстр и не чудовище. Это закономерный продукт мира с избытком кислорода, мира гигантских деревьев, не успевающих сгнить, мира, который еще не знает динозавров, но уже заложил основу для них и для всей последующей истории позвоночных на суше. И в этот самый момент, когда ты стоишь между гигантской стрекозой над головой и хищной амфибией у кромки воды, между угольным лесом, который через 300 миллионов лет станет топливом твоей цивилизации, и крошечными предками твоих собственных далеких предков, скрывающимися в подлеске, становится ясно главное. Карбоновый период – это не просто эпоха гигантских насекомых. Это момент, когда планета продемонстрировала, на что способна жизнь, если снять с нее всего одно ограничение – нехватку кислорода. Этот мир не будет существовать вечно. Меганевропсис, артроплевра, гигантские скорпионы – все они исчезнут, когда уровень кислорода начнет падать, оставив после себя лишь отпечатки в камне. Но прежде чем это случится, у этой эпохи будет еще несколько десятков миллионов лет своего расцвета. И если бы тебе действительно довелось оказаться здесь хотя бы на один день, ты бы вернулся в свою эпоху с пониманием, которое невозможно получить из учебника. Воздух, которым ты дышишь, не задумываясь каждую секунду своей жизни, не просто фон. Это невидимый скульптор, способный вылепить из обычного насекомого существо размером с орла, а затем, изменившись сам, отнять у него этот размер так же легко, как когда-то подарил. Карбоновый период – это напоминание о том, что облик жизни на планете всегда временный и всегда подвижный, и зависит от условий, которые сегодня кажутся нам незыблемыми, но однажды уже менялись так радикально, что превратили обычную стрекозу в существо размером с чайку, а завтра могут измениться снова.